Теперь Photoshop умеет делать так, вот так и даже вот так. Кажется, все уже видели, какие вещи могут творить новые функции Photoshop. Конечно, все говорят про так называемую генеративную заливку, но на самом деле нейрофункций намного больше, и все вместе они могут натворить очень много дел. Сегодня мы узнаем, что теперь умеет делать Photoshop, как он обошел главные ограничения современности и почему теперь каждый может почувствовать себя профессиональным дизайнером. С вами Митя Иванов, это Дроидер. Погнали! А вы же знаете, что у нас есть телеграм-канал? Там мы делимся главными новостями мира гаджетов и технологий, а также науки и космоса. Например, создаем 3D-модели с помощью смартфона и нового софта от Epic Games. Рассказываем про медицинского робота, создание которого было вдохновлено панголином. Показываем, как кастомизировать Apple Watch Ultimate. И делимся новыми обоями и подробностями о Pixel 8. Друзья, подписывайтесь сейчас, ссылка на канал есть в описании к ролику, а самая яркая новость последних дней уже ждет вас в закрепленном комментарии. А мы погнали дальше. Итак, компания Adobe, точнее Adobe. Недавно они представили новый продукт под названием Adobe Firefly, и это целое семейство генеративных нейросетевых моделей. Всего есть 4 нейросети, которые доступны любому желающему в бета-версии, и целых 8 нейронок, которые уже скоро станут доступны. Про них поговорим чуть позже, а чем Adobe может похвастаться прямо сейчас. Первое позволяет генерировать картинки по текстовому запросу. Ничего сверхъестественного, работает примерно так же, как DALL-E 2 или Image Creator от Bing, но по ощущениям готовой работы хуже, чем Midjourney 5-й итерации. Интересный факт, Google на своей презентации упоминали, что будут сотрудничать с генерацией картинкой именно с этой нейронкой. Да и у ChatGPT уже давно есть плагин для создания картинок от Adobe. Вторая нейросеть пригодится дизайнерам. Она умеет генерировать нестандартные шрифты, например, в виде шоколада или хлеба. Третья, совсем узконаправленная, но и она найдет своих пользователей. Можно менять цвет у векторных картинок. Наверное, нам, непрофессионалам, сложно понять, что в этом необычного. Напишите в комментариях, почему тут нужно задействовать нейросеть. Будет интересно почитать. И, наконец, та самая 4-я нейронка, которая буквально взорвала сеть интернет. Генеративная заливка. Про нее мы поговорим чуть позже. Для начала давайте разберемся в матчасти. Наверное, все вы слышали про бунт создателей контента из-за нейросетей. Вкратце напомним. Люди, которые создавали картинки, когда хайп вокруг Midjourney набирал обороты, возмущались даже не тем, что в теории новые технологии могут отобрать у них работу, а тем, что эти технологии используют их творчество для своего обучения. А так как подавляющее большинство таких людей работали с помощью Photoshop, то у Adobe получилась нехилая такая дилемма. Поругаться со своими пользователями при создании своих же нейронок или найти обходное решение. И тут смотрите, какая прикольная штука. У Adobe был собственный фотосток, где буквально хранились сотни тысяч изображений всех видов на любой вкус. Это уникальное преимущество компании, ведь свои генеративные модели они обучали на своих же изображениях. И этим они убили сразу двух зайцев. Во-первых, все творческие личности останутся довольны, их работы никто не тронул, а даже если и тронул, то у Adobe было на это полное право. Во-вторых, новые законы регуляции нейросетей, которые готовятся или уже проходят в законодательных органах многих стран, пройдут мимо Adobe. По сути, когда начнется известный законодательный шторм, то Adobe – одна из немногих компаний на рынке, которая может выйти сухой из воды. Но это совсем другая история. К слову об обучении. Из первых уст неизвестно, каким именно образом обучались нейросети от Adobe. Но мы знаем, что нейросети эти генеративные. Что это значит? Если очень упрощать, то представьте себе фальшивомонетчика и эксперта по купюрам. Они состязаются друг с другом, кто кого сможет обмануть. Тут примерно то же самое. Внутри нейросети спрятаны несколько подсистем, которые соревнуются друг с другом. У одной есть оригинал изображения, а другая пытается по пикселям этот оригинал повторить и обмануть эксперта. Самый главный плюс, что им не нужен учитель. Их состязание и есть обучение. Они стремятся к совершенству самостоятельно. И скорее всего у Adobe используется такой же подход. Кстати, подробно о работе нейросетей мы говорили в разборе DALL-E 2. Рекомендую посмотреть. Но как происходит взаимодействие с нейросетями компании?
Тут тоже все просто. Вам достаточно ввести текстовый запрос, где вы можете предложить все, что душе угодно. А хитрые нейронки будут пытаться максимально соответствовать вашему запросу. Так, ну вроде с нюансами разобрались. Давайте посмотрим на самое интересное. Так почему все говорят про эту нейронку? Дело в том, что у нее несколько интересных фишек. Она позволяет добавлять, заменять или удалять объекты и фон из любого изображения. И все это с помощью текстового запроса. Точнее, не так. Текстовый запрос — это, конечно, удобно, но работать можно по-разному. Если упрощать, у функции есть несколько режимов работы. Можно что-то добавить к существующему изображению, можно удалить или заменить части изображения, а можно расширить изображение. Сейчас все объясним. Начнем с простого — удалить и заменить. Вот у нас есть условный ковбой с кнутом в руке. Выделяем кнут и пишем в окошке слово «спагетти». И уже ковбой превратился в итальянца. Но не обязательно зацикливаться на одном предмете. Можно поменять образ целиком. Выделяем, пишем «индеец» и вуаля! Совершенно другой смысл изображения. Более того, можно поменять цвет волос, прическу, да при желании можно так видоизменить изображение, что от оригинала останется только изначальная композиция. Ну а если мы хотим что-то добавить к изображению? Вот у нас есть пустыня. Выделяем пустое место на экране, даем запрос «старая машина из 50-х» и вуаля! Появляется машинка. Причем, обратите внимание, это не одна машина, можно выбрать сразу несколько штук разных цветов и форм. А если никакой вариант не понравится, можно сделать все по новой. Более того, все это можно в несколько раз усложнить. Выделяем область под машиной и просим создать небольшое озеро с отражением. Я хочу обратить ваше внимание на то, что заливка умеет создавать отражение. Это очень круто и многократно повышает ценность данной функции, ведь таким образом можно редактировать и существующие фотографии, которые не были ничем сгенерированы. Теперь самое забавное — расширение. Тут уже даже не обязателен промпт. Все, что нужно, это выделить дополнительную область изображения, а нейронка по контексту происходящего постарается дорисовать пустое пространство. И надо сказать, что это у нее получается хорошо. Ну окей, это были примеры от самой Adobe, но чтобы понять всю мощь и крутизну новой заливки, нам поможет рубрика «Мемология» и ее бессменный мемолог Борис. Борис, как слышно? И что вы думаете? Все начали редактировать свои фотографии и добиваться совершенства? Да как бы не так. Как только появилась функция Generative Fill, все побежали творить мемы. Причем совершенно разные. Первым делом их начали расширять. Гарольд, может быть, и скрывает боль, но вот скрыть свою комнату от нейросетей он не может. А тут мы можем понять, на что же так пристально смотрел неверный парень. Ну и, конечно, отечественные мемы не остались без внимания. Тут и парень-пенек, и молодой повар, и, конечно, всеми любимый врунишка. В общем, вот такие мемы, друзья. Передаю слово Мите. Спасибо, мемолог Борис. Как мы видим по наглядным примерам, нейросетка получилась действительно крутой. И главное, что даже в бете она себя отлично проявила. Важно отметить, что если вы хотите попробовать все перечисленные функции, то они платные, а подписка не дешевая. Однако можно воспользоваться бесплатным недельным триалом. Только не забудьте включить VPN. А помните, в начале ролика мы упоминали еще аж 8 нейронок, которые пока недоступны. Давайте взглянем на них. Скоро у Adobe Firefly появятся такие функции, как превращение простых 3D-объектов в готовый макет, изменение соотношения сторон изображения, создание изображений на основе вашего объекта, преобразование текста в вектор, текст в шаблон. Можно создать мозаичные шаблоны из текстового описания, создание кистей для фотошопа по текстовому описанию, создание цветного изображения из вашего обычного эскиза и, наконец, создание шаблона, например, для открытки из текстового описания. Понимаете, куда метит Adobe? Они создают массовый продукт, где каждый найдет что-то себе по душе. Для меня главная проблема той же Midjourney в том, что она, конечно, генерирует очень крутые картинки, но не может редактировать существующие. Да и вы вообще пробовали ей пользоваться через Discord-бота? Это страшно неудобно и выглядит очень криво. А тут многим знакомый Photoshop, который теперь станет доступен вообще любому человеку с любым навыком редактирования. И интерфейс приятный, и прыщ можно затереть, и многократно улучшить свою фотографию. Да даже у Google с их фишками на пикселе выглядит не так бодро. Плюсуем сюда защиту от законодателей и, возможно, получаем победителя в гонке генерации картинок.
Как мы уже неоднократно говорили, 2023 — это год нейронок, и к середине года мы получили настоящего монстра, который не только создает, но и редактирует, а также эффективно дорисовывает изображения. Midjourney уже немного подзабыт, хотя многочисленные версии Гарри Поттера и фильмов Уэса Андерсона до сих пор качают. Ну и котики, конечно. Генератор картинок от Microsoft тоже уже работает, причем прямо в браузере Bing. Теперь вот Adobe Firefly, на который, кстати, сделали ставку еще и в Google. Даже интересно, что будет дальше, в недалеком будущем. Напишите в комментариях, какую еще нейросетку вы ждете. Будет интересно почитать. А на сегодня это все. С вами был Митя Иванов. Это Droido. До встречи в будущем.